Добрый день, дорогие близнецы! И, как говорится по заявкам зрителей, гороскоп для близнецов на эту зиму 2024-2025 года. Да, дорогие, это зима эмоций. Присаживайтесь поудобнее, будем с вами планировать декабрь, январь и февраль. И да, ребят, это гороскоп подекадный. Близнецы первой декады – это те, кто родился в мае, близнецы второй декады, кто родился с 1 по 10 июня, и близнецы третьей декады, кто родился с 11 июня и до знака зодиака Рак. Ну что, готовы? Поехали! Итак, у нас первая неделя декабря сложилась достаточно эмоциональная на звездном небе. У нас первую неделю развернулся из ретроградного движения Нептун, то есть он у нас теперь идет директно, и все с ним будет прекрасно. И в первую неделю у нас также развернулся из директного движения Марс. Он у нас теперь, ребята, ретроградный. И в ретроградном движении Марс у нас сейчас во Льве первый месяц по 6 января, и после этого он перейдет в ретроградном движении в знак Рака и будет ретроградный аж до 24 февраля 2025 года. О чем это, ребята? Это история о том, что все наши действия будут как раз таки иметь эмоциональную подоплеку. А если мы действовать не будем, то тогда, скорее всего, это будут ссоры с близкими. Не хотелось бы, конечно, чтобы это было так, да, потому что пока у нас еще Марс во Льве, это до конца декабря, у нас будет такое ощущение праздника, ощущение действий, такая, я бы так сказала, семейственность, да. Когда 6 января он в ретроградном движении перейдет в Рака, здесь, конечно же, действовать будет сложнее, потому что Марс во Льве, он гораздо сильнее, чем Марс в Раке. В Раке мы такие становимся более трусишками, более начинаем думать, перебирать эмоции свои, хотим ли мы это делать, не хотим ли мы это делать. Начинаем, то есть, более эмоционально относиться к любым вещам, действиям, и нас легко задеть. Поэтому здесь история того, что, конечно, классно делать и действовать было бы в декабре. Плюсом у нас еще на момент разворота и весь декабрь ретроградный Марс в оппозиции с Плутоном. Эта история очень сильно, хорошо влияет на, я бы так сказала, близнецов первой декады. Здесь, ребят, конечно же, мощь, развитие, действия, хочется сделать как можно больше, заработать денег, построить бизнес, да, но сил прикладывать все-таки нужно будет больше, чем при обычном движении Марса. При этом в любой непонятной ситуации можно вспылить и разрушить отношения. Поэтому, ребят, любое свое действие, пожалуйста, контролируйте эмоционально, что вы делаете и что вы при этом говорите. Потому что легко можно все испортить, но это время дано наоборот для того, чтобы подняться на новый уровень. Очень мощное, классное время будет для близнецов первой декады, поэтому делайте как можно больше, старайтесь реализовать все, что вы хотите. При этом здесь и Плутон вам помогает, да, даже ретроградный Марс вам помогает, ребята, да. При этом амбиции будут такие мощные, сильные, активные, и хочется делать еще больше, да, потому что еще и Венера будет первую половину декабря в соединении с Плутоном. Плюсом здесь еще и Нептун делает классный секстиль к Солнцу близнецовскому, да. Естественно, пока еще находится в ретроградном движении Уран, он откатился от близнецов, поэтому, ребята, близнецы первой декады, здесь не будет штормить экстраординарностью, нечтом новым, сменой планов, обнулением. Пока нет, пока тихо, спокойно, поэтому старайтесь как можно больше действий сделать. Близнецы же второй декады начинает сходиться квадратура Сатурна с ретроградным Юпитером. И здесь, конечно, скажу вам, что эта история для близнецов второй декады, она вообще почти на всю зиму. То есть у нас Юпитер сейчас идет в ретроградном движении, и он будет в ретроградном движении до 4 февраля. И потом развернется и опять по тем же самым моментам пройдется, но уже в директном, в более медленном таком положении. Поэтому скажу, что близнецы второй декады, у нас с вами такой момент, который в этом декабре начинает очень сильно закручиваться. Это как раз таки момент
момент нереализованных амбиций, не заработанных денег, не достигшего социального статуса, возможно, финансовые долги у кого они есть, потому что здесь Сатурн в квадратуре к Солнцу в ваших транзитных картах. Это я близнецам второй декады говорю, да? Поэтому здесь, ребят, старайтесь максимально ответственно отнестись к этой зиме. Да, до 15 ноября у нас был ретроградный Сатурн, теперь он идет в директном положении и будет в таком до июля 2025 года. И, конечно же, здесь момент такой, что на близнецов второй декады вот это движение Сатурна будет оказано аж до февраля. Поэтому старайтесь максимально много близнецы второй декады сделать именно в декабре. Проще. Это просто будет сделать проще. Почему? Потому что у нас в начале января, можно сказать, в середине 12 января кармические узлы меняют знак. Об этом я еще, конечно, расскажу, но потом уже вопросики будут гораздо сложнее, такие более кармичные, тяжелее, что ли. Не настолько тяжело, что невыносимо, нет, просто в них вообще не захочется разбираться. Они будут такими сложноватыми для решения. А в декабре все, что вы сделаете в декабре, даже из неприятных каких-то дел, которые задвинули в долгий ящик, не хочется их и делать, вот их получится сделать хорошо, много, быстро. Плюсом здесь еще и Марс, конечно, ретроградный. Он во Льве, он такой амбициозный, задору много, жара много. А когда у нас 6 января Марс перейдет в Рака ретроградный, мы больше станем такими эмоциональными, без принятия, захочется ругаться, злиться, эмоционировать на вот это вот все, да. А здесь, конечно, скажу, дорогие близнецы второй декады, еще и Юпитер в ретрограде идет по вашей декаде, делает соединение с Солнцем в транзитной карте. Здесь, конечно, вытаскиваете из себя все нереализованные амбиции, поэтому здесь и такой низкий уровень благосостояния, и свое социальное положение не на должном уровне, который вы хотите. Возможно, вам туда нужно прийти с помощью коммуникации, каждому просто свое, договориться, коммуникация. Просто на начало декабря у нас еще ретроградный Юпитер в оппозиции с ретроградным Меркурием, да, и эта ось тоже умная, как бы здесь стрелец и близнецы, да, оппозиция у этих знаков. И на близнецов второй декады очень мощная, я бы так сказала, мощный период первой половины декабря 2024 года. Много вопросов встанет колом, выйдет из колеи, все пойдет не так, потому что нужно научиться договариваться, нужно переходить на новый уровень, нужно понять, чего же все-таки вы хотите, нужно понять, как вы хотите развиваться, как вы хотите жить. Да, если были допущены ошибки в прошлом, да какая разница, были эти ошибки допущены, все, простите себя за них, поймите, как вы хотите жить, начинайте исправлять свои ошибки, извинитесь, скажите мудрые слова, извинитесь перед собой, что потратили столько много времени. В общем, подойдите к этой зиме не с эмоциями, а можно подойти с эмоциями и все испортить. Подойдите к этой зиме мудро. И начать нужно в первой половине декабря, ребят. Поэтому здесь давайте уже выходите из своих, я бы так сказала, дисбалансных ситуаций, из состояния ветрености. Нужно остановиться, заземлиться, понять, чего же вы хотите, и нарисуйте себе план по жизни. Какую жизнь вы хотите иметь. Неважно, сколько вам лет, 20, 30, 40 или 50. Юпитеру все возрасты покорны. Близнецы — это вечно молодой знак, поэтому, ребят, давайте рисуйте себе мощный план. И я бы так сказала, потому что 15 декабря нас всех об этом спросят. Да, близнецы третьей декады. Сейчас спросите, Женя, почему нет информации про близнецов третьей декады? Ребят, близнецы третьей декады осталось совсем немножко. Да, потому что здесь... Я бы так сказала, вот ваше такое немножко депрессивное состояние ничего не делать, оно, я бы так сказала, характеризуется Нептуном, который вот в рыбах сейчас, да, он находится в последних градусах рыб, на первой неделе декабря развернулся, сейчас пойдет директное положение, и, ребят, скажу так, что в конце марта 2025 года Нептун поменяет знак. И скажу, что будет эмоциональная составляющая более такая напряженная, но при этом уже в феврале Сатурн, который катится по рыбам, он перейдет в третью декаду и будет, вот я бы так сказала, такой
квадрат мощный, да, идти к близнецам третьей декады в транзитных картах. Придется делать то, что откладывали. То есть для кого-то наоборот это будет хорошее время, кто с энергией Сатурна в ладах, да, кто понимает, что нужно быть ответственным, кто постоянно пашет, кому вот такая сухая действенная энергия нормально, да, планомерность действий. Кто не любит этого делать, постарайтесь сделать все свои дела максимально до февраля, до того, как Сатурн как раз-таки будет делать квадратуру в ваших транзитных картах к Солнцу, да, потому что когда Сатурн придет, здесь эмоции будут нужно делать, потому что жесткие дедлайны. За жесткие дедлайны придется платить. Платить разочарованием, одиночеством, упущенной выгодой, упущенным своим положением в социальном статусе, да, одиночеством в отношениях в том числе, потому что в феврале у нас там еще и аспекты, я бы так сказала, и Венеры с Юпитером, и когда нам хочется любовную жизнь, да, свою подправить, но если сейчас вот декабрь и январь войти не так или вообще не войти вот в это продуктивное настроение, да, в деятельное, то можно на эмоциях потом и февраль, я бы так сказала, свой обнулить. Поэтому здесь у близнецов каждой декады вообще свое действие в определенный период времени, пока планеты диктуют вот такой ход, я бы так сказала, действий, событий, да. И, ребят, скажу вам так, нет какой-то вот такой однозначной судьбы, что вот вы родились, чтобы жить вот так и страдать, например. Или кто-то рожден, вот я не знаю, с золотой ложкой, кто-то нет, кому-то что-то там не отсыпали. Да, у нас у каждого определенный свой набор планет, да, у кого-то развиты одни качества, у кого-то другие. Но если у нас не развиты какие-то качества, значит нам нужно развить те, которых мы понимаем, что нам максимально не хватает для достижения успеха. Успех это в социальной жизни, в финансовой, либо в любовных отношениях. И здесь каждому абсолютно однозначно свое, и здесь расскажет только набор планет в ваших натальных картах. Ребят, поэтому если здесь у вас свой личный персональный вопрос, оставляйте в комментариях под этим видео, но при этом оставляйте свою дату, время, место рождения и у вас вопрос, чтобы я ответила вам, потому что общий гороскоп я рассказываю сейчас, да. Идем дальше. Да, 15 декабря у нас, ребят, полнолуние. Полнолуние у нас будет, ну, в каком прекрасном и интересном, любящем всегда свободу знаке, в Близнецах. Полнолуние у нас будет в Близнецах. Здесь, конечно же, Луна будет еще и в квадратуре с Нептуном. Здесь, ну, у кого-то будет такое эмоционально-депрессивное состояние. Больше, конечно, оно будет у Близнецов третьей декады. На вас повлияет вот это полнолуние. Я скажу, ребят, что оно не должно на вас повлиять с точки зрения, чтобы эмоционально вас разбить. Иногда напряженные негативные эмоции нам нужны для какого-то осознания, и, как правило, это осознание для действий. Я же все-таки вас призываю вот найти в себе силу этих действий, да, потому что у нас следом еще идут другие события, в которых было бы классно участвовать, и участвовать так радостно, я бы это так сказала, да. Поэтому здесь близнецы третьей декады не депрессуйте, близнецы второй декады не считайте, что вы неудачники, вообще нет, просто понимайте, что если вы сейчас не на том уровне развития, на котором вы хотите быть, вам для этого нужна стабильная планомерная деятельность. Ну, то есть успех, он любит стабильность. Да, кто-то скажет, вау, успех это такая мгновенная вспышка, да, но вы же хотите успех регулярный в любовных отношениях, вы же хотите успех регулярный в финансовом плане, да, поэтому здесь тоже нужна должная, я бы так сказала, должная монета, которую вы хотите разменять на свой успех, это ответственность, планомерность. Поэтому здесь, близнецы второй декады, вам нужна будет как раз-таки планомерность к действию. Близнецы первой декады, очень много активности, действий от Сатурна, от Нептуна. Берите эту эмоцию и делайте. Делайте как можно больше, вам хочется сделать много, и это хорошо. Не оставайтесь на скамейке запасных,
Иначе будете потом переживать, что вроде как настроение было нормальное и момент подходящий, но вроде как побоялись. Не бойтесь. Вообще мы идем с вами в 2025 плавно, так и скажу, что в 2025 году нужно четко понимать, что ты хочешь делать, куда ты хочешь прийти, и нужно над этим потрудиться. Но потрудиться над этим будет гораздо сложнее в 2025, нежели в 2024. Вот я вам это серьезно говорю, потому что вы почувствуете всю разницу уже, когда кармические узлы поменяют знак. Вот прям серьезно, пока на оси Овна весов делать все отлично, быстро, действенно, амбициозно, а потом будет медленно, гораздо медленнее. И я скажу, что для близнецов немножко такая энергия не совсем подходящая, ребят. Поэтому я бы сказала, хватайте эту птицу за хвост в этом декабре и делайте максимально больше. Следующее мощное важное событие на небе 21 декабря, зимнее солнцестояние, когда Солнце переходит классически в знак зодиака Козерога. О чем этот вообще момент на небе, что мы получим с приходом этого момента, да, ну, у нас на момент солнцестояния у нас на небе большой квадрат. Здесь, конечно, Юпитер в оппозиции с Меркурием, Сатурн в оппозиции с Луной, и все это на квадратурах. То есть для того, чтобы нам достичь успеха, к действию, нам нужна коммуникация, нам нужны чувства, эмоции, и нам нужна планомерность, стабильность действий. Да, ребят, запускается, я бы так сказала, вот именно с этого момента запускается вся та буря эмоций, которая будет нами руководить, и совсем скоро, буквально через недельку, на небе начнет сходиться точная оппозиция Марса-Плутона. Это те самые моменты, которые не доделали осенью 2024. Вы помните большой осенний гороскоп «Осень силы», где я еще и авансом, грубо говоря, и декабрь разложила. Так вот сейчас продолжаю эту историю, да, и, естественно, немножечко забегу к весне, потому что, ну, невозможно вот не забежать вперед, потому что все это вот так взаимосвязано, и мы с вами все так актеры на одной сцене. Поэтому, ребят, скажу так, что солнцестояние очень мощный день, прочувствуют его очень сильно близнецы второй декады. Не скажу, что близнецы первой и третьей декад как-то вот пронесет этот момент. Вообще этот момент такой эмоциональный, будет чувствоваться больше интуитивная его часть. Да? Близнецы первой декады более мягко почувствуют, близнецы третьей декады почувствуют этот момент прям очень сильно эмоционально, потому что здесь и кармические узлы начинают соединяться с Нептуном, который в последних градусах рыб. Да? И то есть они к 12 января, к концу января будут вот так вот вместе соединяться, узлы перейдут в рыб, потом Нептун подвинется ближе, да, я бы так сказала, и остаток зимы мы проведем как раз-таки на эмоциях, и близнецы третьей декады 100%, вот как раз-таки под влиянием северный кармический узел в соединении с Нептуном. Это еще энергия продлится и до конца марта, пока Нептун не поменяет знак, и узел вот так вот они не пойдут в разном направлении, да. Близнецы третьей декады для вас будет эмоциональное время. Постарайтесь не уйти в дисбаланс эмоций, да, сделайте из лимона лимонад, я бы это так сказала. Тогда получится хорошо. Все-таки здесь уже и Сатурн подойдет в третью декаду рыб, будет делать квадратуру, которая автоматически говорит «соберись». Соберись и сделай. Знаю, близнецы не любят от меня таких фраз. Напишите сейчас в комментах «хочу полегче», какой-то гороскоп тяжелый и сложный. Ребят, не я диктую гороскоп, у меня открыт астропроцессор, планеты ходят и не спрашивают меня, о чем, как вообще им ходить, да, как им двигаться. Но вот на небе вот такие рисунки получаются, поэтому я вам их и расшифровываю, как говорится. Ну, как рисунки, геометрические фигуры. И идем дальше. Про солнцестояние рассказала. Следующий активный мощный день – это новолуние. 31 декабря принято считать последним днем уходящего года, но у нас первый день нового лунного цикла. 31 декабря. Новолуние в Козероге. Сами прекрасно понимаете, день так себе не веселенький, да, но при этом и Солнце, и Луна в секстиле с Сатурном, при этом четкая, точная квадратура Сатурна с Юпитером,
ее очень сильно будут ощущать близнецы второй декады. Здесь история своих финансов, социального статуса, своих действий, своей реализации. И если вас вот это напряжение подтолкнет к развитию, здесь еще точно так же упущенные выгоды, упущенные возможности и такая нотка сожаления, очень большая, жирная в настроении Сатурна, какая она может быть, да, которая вот так вот прям придавливает, и когда мы сами о себе не очень хорошо думаем, да, что мы потеряли какую-то большую долю времени и возможностей. Поэтому было бы хорошо, если эти эмоции, когда они к вам придут, чтобы они вас направили на действие. Не надо утопать в депрессивных состояниях, в злых энергиях, эмоциях. Я хочу злиться, хочу за всеми ругаться. Злиться-то и ругаться, конечно, можно. Можно много. Здесь еще и Венера в конце года в Водолее в квадратуре с Ураном, когда хочется сказать: мне надоело, я как бы ухожу, мне хочется свободы, мне хочется делать, как я хочу, не смотреть на всех. Но такое, понимаете, да, прекрасно понимаете, дорогие близнецы, что близнецам первой декады будет последние недели декабря именно в отношениях сложно, в работе будет классно, в отношениях будет сложно. Близнецам третьей декады как раз таки в отношениях, если вы построили свои отношения, то у вас здесь будет поддержка. Да? Не привносите нотки раздора, своего депрессивного состояния чрезвычайно вот так вот не накручивайте на близких, да? Чтобы, как говорится, 31 декабря новый лунный цикл и Новый год встретить с другой совершенно эмоцией, да? С другой совершенно энергией. Я знаю, что для кого-то 31 декабря, 1 января это просто календарные цифры. Да, это на самом деле так и есть, потому что с 31 на 1 особого чуда не происходит, да? Но, ребят, скажу, что для многих эта история очень мощная, поэтому, и, как правило, мы всегда ожидания и реальности нашего новогоднюю ночь, там, как правило, разрушаются, поэтому не нужно очень много, я бы так сказала, составлять ожиданий и реальности близнецы первой и третьей декад относительно любовных отношений и работы. Близнецы второй декады, постарайтесь не пылить, не предъявлять претензий, потому что на самом деле Юпитер дает хорошую энергию вашему Солнцу, да, а Сатурн, вот он как бы говорит: нет, я недостаточно много сделал, чего бы мне хотелось. Постарайтесь себя не винить, не пилить и поймите, что еще есть время, и время предостаточно. Просто эмоции, какие мы будем вкладывать в свои действия, в скандалы, в достижения, они будут либо разрушать, либо поднимать нас на новый уровень. И вот я хочу, чтобы вот весь негатив, который соберется, а он однозначно соберется, потому что сложное окончание 2024-го, осень была сильная, напряженная, и сейчас в декабре развернувшиеся планеты идут снова по тем моментам, я бы так сказала, чтобы понять, действительно мы с этим разобрались или нет. Да? И это, естественно, конец года, у всех планы, дедлайны, да, ожидания, реальности, подарки. Хочется сделать приятное и себе, и близким. И если не получится вот это ожидание, реальность, получится позже. Не надо негативить. Вот это я, собственно, хочу сказать. И тогда 31 декабря, 1 января пройдут более радостно. Да? И до 6 января, пока у нас Марс находится еще во Льве, настроение будет такое праздничное, такое активное, интересное. И это на самом-то деле хорошо. И, ребят, скажу так, что когда у нас 6 января Марс перейдет в Рак, особо не будет вот этой сильной напряженной ситуации переходить в эмоции. Да? Тогда вот эти вот праздничные эмоции, такие хорошие, добрые, позитивные, перейдут в такое более доброе, приятное, спокойное, да? Когда хочется просто уже отдохнуть, а не веселиться. И это нормальный такой ход событий. Представляете, если вот мы все такие на негативе накрутили себя последнюю неделю декабря, тогда у нас и первая неделя Нового года произойдет тоже на таких эмоций, ссоры, ругательств, а под аспектом ретроградный Марс и Плутон это сделать вообще прям очень сильно вероятно. Поэтому не пылите, еще раз скажу, будьте такие более миролюбивые, будьте
будет тогда все хорошо. И тогда смену Марса знака вы особо не прочувствуете. Да? Тогда, собственно, и следующее событие, которое у нас с вами грядет, это 12 января, это смена кармических узлов знака. То есть у нас кармические узлы последние 1,5 года были на оси Овна весов, когда нам необходимо было действовать, идти в развитие, в будущее, стабильно строить свою жизнь, но при этом миролюбиво договариваться, да, со всеми. При этом идти в свое развитие, но не разводиться с партнерами, например, да, не расходиться, постараться удержать эти отношения, да, чтобы не было потом сложно в одиночестве. Так сейчас у нас северный узел переходит в знак Рыбы, а южный узел переходит в знак Девы. Как это событие вообще складывается на Близнецах отразится? Ну, на Близнецах первой декады отразится очень даже положительно и нормально. То есть задачки будут классные. Планомерно будете понимать, что вы хотите делать, расширять свою деятельность, расширять свои любовные отношения, то есть эмоции в этих отношениях, границы в этих отношениях, да? То есть какой спектр чувств вы хотите иметь вообще, если это про личную жизнь. Если это про работу, какой уровень финансов вы хотите иметь, но при этом какие четкие планомерные действия вы должны к этому совершать. Близнецы второй декады прочувствуют, я бы так сказала, все-таки здесь еще эмоции больше в любовных отношениях, потому что здесь Венера подкатывается Сатурна. К Сатурну здесь еще у нас все-таки расходящая уже квадратура Сатурна с ретроградным Юпитером. Да? И вот Юпитер-то находится в Близнецах второй декады. Здесь, ребята, история все-таки про развитие. Здесь история и все-таки про развитие и в личной жизни, в отношениях, в финансах в том числе. То есть сколько вам нужно финансов для того, чтобы потянуть определенные отношения, как вам нужно выглядеть, чтобы в этих отношениях быть гармоничным. То есть это, казалось бы, такие все, ну, можно сказать, меркантильные вопросы. Но мы с вами живем в материальном мире, ребят. Давайте будем реалистами. Да? Нам всем хочется красиво выглядеть, красиво отдыхать. Нам хочется иногда просто отдыхать, да? Нам хочется иметь достойную жизнь. И для близнецов, я бы так сказала, второй декады, это вообще очень мощный вопрос будет идти весь январь до 4 февраля, пока Юпитер не выйдет из ретроградного движения. Поэтому, ребята, настраиваемся вот на эту историю. Но в момент смены кармических узлов знака этот момент будет на вас влиять. И влиять будет не в плохом ключе, наоборот, придут те самые осознания, если вы, конечно, к этому открыты. Близнецы третьей декады. Ну, здесь я скажу, ребят, что смена кармических узлов знаков для вас будет уже, если вы не развивались, если вы не двигались, здесь и Сатурн уже будет к концу января подкатывать, да, я бы сказала, делать квадратуру к близнецам третьей декады, и уже действия будут более четкие, планомерные, хоть и не всегда любимы будут эти действия, но, по крайней мере, из депрессивного состояния будете выходить. И задачи, которые будут как раз-таки подкидывать вот эти кармические узлы, они будут такие более фундаментальные, более такие глобальные, масштабные, и в них, конечно, бы было хорошо разобраться. Знаю, будет не хотеться. А что делать? То есть 12 января начнется для близнецов третьей декады такой мощный большой период жизни. Если вы переделаете всю ту эту кармическую работу, кармические задачи, то сложится у вас все очень хорошо. Да, скажу, что вот эти вот кармические задачи, это вообще задачка-то не из легких. Это всегда штормит, это всегда эмоциональная составляющая, не та, которую бы хотелось. Это всегда та работа, за которую не хочется браться. И это не лопатой кидать, ребята, это эмоционально нужно разобраться в себе и изменить свое отношение к определенным делам, вещам, действиям, людям, поступкам. То есть для того, чтобы пойти дальше. Вот это кармические задачи, их решения. Они вот там, я там не знаю, пошла, чего-то там странное сделала, непонятно какие-то действия совершила, галочки в дневнике проставила себе. Ох, я все с этим разобралась, я разобрала маму, я разобрала папу. И вот это вот все у меня прекрасно, я всех поняла, отлично. Ребята, это, как правило, не так. И да, то, как вы встретите, я бы так сказала, близнецы вообще всех декад, смена вот этих кармических узлов, следом у нас идет 14 января, ребят. У нас полнолуние и полнолуние у нас. Это, естественно, в Раке. В Раке, но Луна будет на этот момент в соединении с ретроградным Марсом. Поэтому я хочу сказать, что на ближайшие несколько недель, на 2 недели до нового лунного цикла у нас, я бы так сказала, начнется
период, либо 2 недели очень сильных бурных эмоций взахлёст, тут же еще кармические узлы сменили знаки, либо это 2 недели возможностей, продуктивных действий, реализации своих качеств, мужских, женских, неважно, ребят, здесь нужен вот такой вот симбиоз, я бы сказала, вот такое комбо движений, потому что смена вообще кармических узлов, да, и вот это полнолуние накладывается само на себя, и 2 недели до этого и 2 недели после этого будет, я бы так сказала, вот так очень сильно фонить, и конечно же, когда происходит само событие на небе, начинает вот бурлить, захватывать вот эти эмоции, и здесь можно либо выпасть в эмоциональное состояние, либо как раз-таки на 2 недели очень сильно много чего под действием этих эмоций совершить. Поэтому совершайте только то, что вам необходимо для того, чтобы встретить новый лунный цикл 29 января. Он начинается. Это у нас будет новолуние в Водолее, когда нам необходимо сделать план на будущее. Плюсом у нас 31 января заканчивает ретроградное движение Уран. И здесь, конечно же, остановятся все те моменты, планы на будущее, проекты, кто работает с будущим, кто работает в образовании, кто работает с транспортом, кто работает с техникой. И здесь момент, если вы умеете владеть энергией Урана с вашей натальной карты, тогда у вас все нормально будет на этот период, и вы наоборот за эту последнюю неделю января совершите очень много. Это я ко всем близнецам отношусь, говорю, да. А если же вы не любите обнуление, не любите, когда все идет не по плану, планы рушатся, все идет не так, тогда вот на эту неделю сильно много планов не делайте новых, постарайтесь доделать то, что у вас есть. И новый лунный цикл начинается 29 января, еще раз повторюсь, новолуние у нас в Водолее, и после этого заканчивает ретроградное движение Уран, и следом за ним заканчивает ретроградное движение Юпитер. Ребят, да, 4 февраля он больше не ретрограден, и значит, дорогие близнецы второй декады, можно ускоряться, идти вперед, делать то, что давно хотели, планировали, поездки, путешествия, образование, нечто новое, такое мощное, глобальное, да, то есть эта история начинает закручиваться с нового лунного цикла и будет действовать до его конца. На самом-то деле, плюсом, чем еще хороша первая и вторая недели февраля, здесь Лилит, я хочу сказать, находится еще в весах, в третьей декаде делает прекрасный трин к Солнцу, близнецам третьей декады в транзитных картах. Ребят, здесь разбирайтесь со своими страхами, и тогда все действия, которые не очень-то хотелось сделать, будут даваться вам с легкостью, да? Хороший период на самом-то деле февраля у близнецов третьей декады, четкость, планомерность действий будет вас заземлять, убирать из вот этого нептунианского депрессивного состояния, да? Действия будут более понятны, более четкие. Если вы любите наоборот творческий подход, действуйте с энергией Нептуна. Близнецы второй декады, ускоряемся, действуем, развиваемся. Здесь и обучалка, здесь и поездки, путешествия, план на будущее, масштаб развития. Все себе намечайте на этот лунный цикл, потому что в марте и ретроградный Меркурий, это я вообще ко всем близнецам сейчас говорю, и ретроградный Меркурий, и ретроградная Венера, и коридор затмений. И Нептун меняет знак в конце марта, да. Близнецы первой декады, ребята, у вас вообще все хорошо, активно действуйте, вам нужно сделать очень много. У вас очень добрые, прекрасные аспекты и Сатурна, и Нептуна, и кармических узлов. Делайте много, будет хорошо. И можно сказать, почти заканчивается февраль, но, ребят, скажу, что февраль у нас знаменуется еще полнолунием 12 февраля, окончанием периода ретроградности у Марса 24 февраля, и новый лунный цикл начинается у нас 28 февраля. Что хочу сказать главного из вот этих периодов.
Да, у нас 12 февраля полнолуние во Льве. Момент, когда ну, хочется почувствовать себя свободно, хочется почувствовать себя масштабно. Да? Солнце, Луна в квадратурах с Ураном, когда мы не хотим ничего не решать, мы хотим вечеринку, мы хотим свободы. Но при этом здесь очень прекрасное, хорошее время для построения отношений. Момент вот этот, вот, когда нам захочется свободы, будет очень сильно, я бы так сказала, виден в сам момент полнолуния. При этом здесь у нас Солнце в Водолее, а Луна у нас во Льве, когда нам хочется и второй половинки, когда нам хочется и детей, когда нам хочется и семьи, и вот этого семейного единения, счастья, подарков, эмоций, любви, страсти. Нам не просто хочется отношений, нам хочется страсти в отношениях. И, как правило, вот на фоне вот этой истории, потому что февраль, на самом деле, я хочу сказать по показателям, это месяц, когда очень хорошо строить любовные отношения. Вот реально, 2, 3 и 4 неделя февраля хорошее время для того, чтобы строить любовные отношения, ходить на свидания, да я вообще ко всем близнецам говорю, да, крутить романы, потому что здесь Венера будет в прекрасном таком секстиле с Юпитером, а он как раз-таки начинает медленно разгоняться, идет по близнецам от этого вообще очень даже хорошо, поэтому здесь обязательно пользуйтесь всеми этими возможностями, стройте отношения, находите вот эту договоренность, но знайте, что когда вы будете отношения строить, в какие-то дни вам будет казаться, что хочется, нет, все-таки одному легче, одной легче, как-то свободнее, хорошо, нет напряга, ответственности. Вот что захотел, то и сделал. Но все-таки, ребят, понимайте, что этот момент пройдет, в полнолуние он будет очень ярк. И, как правило, близнецы — это такой знак, которым сложно вот эту ответственность в отношении держать. Да? Кажется, как будто вот ответственность этих отношений разрушает ваше сознание, эго. И здесь вот нужно понимать, что вам в отношениях хочется свободы, потому что где-то вы себе что-то не позволяете, потому что где-то вы не живете, как вы хотите. А нужно, на самом деле, суть отношений, она такова, что нужно жить свою жизнь, строить отношения и развиваться в них. То есть не нужно уходить в отношения и сливаться полностью с партнером, при этом бросать свою жизнь, свои желания, эмоции задвигать. Нет. Нужно просто с партнером вот так вот быть вместе, да, вот как две половинки соединиться вот так и друг другу доверять, с друг другом разговаривать, потому что близнецы — это тот знак зодиака, которому нужно разговаривать, да, и постоянно говорить о своих желаниях, при этом слушать партнера, чтобы вот так вот энергия в отношениях постоянно ходила, да, чтобы вот было понимание. А если понимания нет, нужно разбираться, почему. И этот момент очень сильно встанет 12 февраля. Хотя и 2, и 3, и 4 неделя, они очень классные для свиданий, для отношений, для договоренностей. Я бы так сказала, такой вообще в отношениях любовных классный момент. Плюсом, это еще хороший период, 3 недели февраля, для покупок. У меня очень часто спрашивают, когда же не можно, потому что я, как правило, всегда там говорю, вот сейчас не покупать, вот здесь не стоит, вот здесь можно прогореть. Вот здесь лучше не вкладывать. И меня часто не слушают и делают, потом пишут, вот зачем я так сделала, теперь мне придется зарабатывать больше, чтобы вот в баланс выйти, да. Это такая история. А вот 2, 3 и 4 неделя февраля очень хорошая для покупок. Причем покупки, которые идут в ваше развитие. То есть вы решили вложиться в свой внешний вид, в имидж, в свое образование, то есть там в свою одежду, хотите себе что-то купить такое статусное, красивое, но не для того, чтобы распылить деньги. Помним, здесь еще все-таки начинает съезжаться квадратура Сатурн и Юпитер, но в феврале она еще не в точном аспекте, да, а в марте она уже будет точным. И там как раз у нас ретроградная Венера со 2 марта, ретроградный Меркурий с 15 марта, коридор затмений, и вот это вот все добро, которое мы вообще все не любим, да. Поэтому здесь постарайтесь мудро потратить свои средства на те вещи, которые вам действительно нужны, тогда этот месяц будет на самом деле классный, потрясающий. И да, вуаля, у нас 24 февраля заканчивается период ретроградного Марса, но Марс все-таки по-прежнему еще в Раке, поэтому эмоции у нас будут вызывать определенные события и действия, но уже не такие напряженные. Уже не так мы будем медленно соображать, уже будем идти в нужное русло, я бы так сказала, с правильной энергией, с движением, но все-таки еще более менее осторожно, потому что Марс в Раке, он такой осторожный.
Ну и конец месяца, финал февраля, подходит к концу зима 2025 года. Здесь, конечно, 28 февраля. Новый лунный цикл, новолуние у нас будет в рыбах. И это история того, что, ребят, постарайтесь как можно мудро отнестись к этой весне. Весна будет сложная, весна будет событийной, и уже, я бы так сказала, после этой зимы эмоций не то, что останется мало, нет, мы просто будем на них по-другому реагировать, потому что там будут планеты, и Венера будет в Овне, и Меркурий будет в Овне, и Марс перейдет во Льва, мы будем более дерзкие, мы будем более амбициозны, то есть мы будем сразу пылить, кричать, нам будет сложно как-то вот заземлиться, мудро подумать, а в феврале у нас еще есть время подумать мудро, поэтому я бы так сказала, что последний новый лунный цикл, который запустится у нас в феврале, последний зимний, да, лунный цикл 28 февраля, нужно, чтобы он был мудрый, потому что потом и планомерность, и все это у нас будет, поэтому относитесь более мудро, более продуктивно и составьте себе обязательно план по жизни. И тогда и эта весна, которая у нас будет, она будет более продуктивной, да. Ну и, конечно же, ребят, хочу сказать, что зима эмоций, она не будет такой эмоциональной, если мы не будем пылить и эмоционировать. Постарайтесь все эмоции, которые будут у вас, отнестись к ним с мудростью. Особенно близнецы второй декады. Здесь нужно 100% мудрость. Близнецы третьей декады. Здесь 100% нужно глобальное понимание устройства мира, почему так происходит. Нужно знать законы мироздания, понимать, что не потому, что люди плохие, трудности происходят, а потому что мы пришли сюда сделать нечто глобальное. Мы понимаем всю вот эту вот вечеринку, как говорится, да, и нужно ее разрулить. Близнецы первой декады, постарайтесь сделать как можно больше. У вас очень много возможностей, не упускайте их, и тогда у вас будет все то, что вы хотите, к чему вы идете. Ну что, ребят, спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам деятельной, классной и продуктивной зимы, но начинать ее нужно уже сейчас, в декабре. Спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам всего доброго и пока-пока.